Был ли Иисус единственным Сыном Бога? И что означает второе пришествие Христа, которого, как кажется, с нетерпением ожидают многие люди на нашей планете, связывая надежды на лучшую жизнь на Земле именно с этим событием? Итак, они ждут, когда Иисус во второй раз придет в своем облачении Христа и исправит этот мир, воздаст по заслугам праведным и покарает неправедных. Так ли это на самом деле? Давайте попробуем разобрать все по порядку. Первое и важное понимание — это то, что Иисус приходил, чтобы выполнить очень сложную задачу — проложить путь Христобытия на этой планете. Он выполнил эту миссию с честью, в результате чего многие смогли пойти по его пути. Путь этот есть путь достижения единения с Богом через внутренний трансформационный процесс. Этот процесс известен как духовный путь и включает в себя преобразование человека из его человеческого состояния сознания в состояние сознания, которое идентично сознанию Бога. И это сознание известно как сознание Христа. Это очевидно и не требует доказательств, так как сам Иисус сказал об этом: «Я и Отец одно». Вопреки тому, во что верят многие христиане, Иисус не приходил для того, чтобы создать еще одну религию, единственно правильную или истинную религию. Иисус приходил для того, чтобы показать пример пути, где есть начало и где есть некая цель пути. И как было сказано выше, это путь трансформации, изменения, который происходит внутри человека, где он постепенно, шаг за шагом, осуществляет свой прогресс, рост сознания, в результате которого совлекает в себя человеческое сознание, а облачается в сознание Христа, которое необходимо обрести, чтобы достичь единения с Богом. Но зачем все это нужно? Разве нет более насущных проблем у человечества? Кажется, что вся эта духовность очень далека от реальной жизни, оторвана от нее и не имеет никакой практической пользы. Разве обретение сознания Христа — это такая первостепенная задача? Если посмотреть на этот мир, то можно усомниться в том, что так называемые духовные задачи стоят на первом месте. Здесь, на этой планете Земля, столько проблем, что только одно их перечисление заняло бы все время этого видеоролика. Вот, давайте сначала хоть как-то маломальски наведем порядок на этой планете, а уж затем займемся духовными вопросами роста и развития, достижения Бога в конце концов. Что ж, эта идея показывает, насколько здесь все перевернуто с ног на голову, и как многие ложные идеи буквально пропитывают всю атмосферу нашей жизни на этой планете. Вот некоторые из этих ложных идей. Ложная идея номер 1. Иисус — единственный Сын Бога, единородный, как принято говорить, то есть единственно рожденный от Бога и являющийся Сыном Бога. Истина в том, что Иисус не был и не является единственным Сыном Бога. Каждый рожден по образу и подобию Бога и является сыном или дочерью Бога. Огонь Бога горит в сердце каждого сына и дочери Бога в форме духовного огня, известного как трехлепестковое пламя любви, силы и мудрости Бога. Ложная идея номер 2. Иисус приходил, чтобы создать истинную религию, и поэтому, чтобы спастись, необходимо верить в Иисуса, исполнять религиозные постулаты, основанные на церковных доктринах, вести праведный образ жизни добропорядочного человека, и ты по итогам жизни достигнешь рая. Истина в том, что Иисус приходил, чтобы проложить путь, который ведет человека к внутреннему изменению и в конечном итоге к единению с Богом, то, что достиг сам Иисус. Этот процесс называется духовный путь. Это путь обретения сознания Христа под руководством учителя и в рамках отношений учитель-ученик. Ложная идея номер 3. Живя свою человеческую жизнь, нужно поудобнее устроиться в этом мире. Это значит, что нужно как можно больше обрести денег и недвижимости, все то, что ведет и составляет понятие удобной, комфортной материальной жизни под лозунгом «бери от жизни все». Эта идея наиболее концентрированно выражена в желании прожить свою жизнь по стандартам человеческого счастья. Как сказал Иисус: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душу свою потеряет?» Истина в том, что жизнь обладает духовной стороной, что истинная основа жизни каждого человека — это взаимоотношения с Богом, и есть ключевая разница между религией и духовностью, и что истинная духовность — это универсальная духовность, она внутри каждого человека, как и утверждал Иисус, Царствие Небесное внутри. Тогда естественным образом вытекает, что истинный смысл жизни заключается в том, чтобы поставить духовные цели во главу своей жизни, принять их и последовательно реализовать, пройдя путь, который проложил Иисус. В этом случае Иисус становится примером, а не идолом, а сам процесс достижения единения с Богом становится процессом живым, творческим,
под руководством Иисуса и других вознесенных владык, которые прошли этот же путь на земле и достигли своего единения с Богом через ритуал вознесения. Итак, творческий духовный путь, стезя ученичества, отношения учитель-ученик, живое присутствие учителей, вознесенных владык, истинные духовные цели жизни, достижение сознания Христа и выражение его через индивидуальное христобытие и, в конце концов, достижение единения с Богом — все это понятия, относящиеся к духу и духовной стороне жизни, к Богу. Сознание Христа — это, пожалуй, самое загадочное и таинственное, что есть на планете, и при этом одно из самых запутанных и противоречивых явлений. С одной стороны, люди смотрят на Иисуса и помнят, что Он сказал: «Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». То есть Иисус впрямую говорит, что те дела, которые Он сотворил, не являются пределом, и что каждый может при определенных условиях сделать то же самое, что сделал Он, и даже более того может сотворить. А с другой стороны, Он, Иисус, в сознании людей возведен до уровня единственного Сына Бога, а мы, люди, грешные существа. Разве не сказано: «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя»? И куда нам до самого Господа? И уж, конечно, сотворить дела, такие же, которые сотворил Иисус, нам не под силу, не говоря уже и про дела более тех, которые сотворил Иисус. Таким образом, каждый создает непреодолимую дистанцию внутри себя между собой и Иисусом, между своим уровнем сознания и сознанием Христа, которое продемонстрировал Иисус. Кроме этого, каждый человек еще создает и другую дистанцию между собой, как грешным существом, и единственным Сыном Бога, который есть Иисус. Выход из этих и еще многих других противоречий, ложных идей и доктрин, которыми буквально опутаны люди на этой планете, будто кто-то специально все так запутал, чтобы не было возможности разобраться, заключается в том, чтобы пойти внутрь своего сердца, опять же, как учил Иисус, и уже в этом сердце получить исчерпывающие ответы на духовные вопросы бытия. Что ж, в этом случае мы возвращаемся к истокам, ибо сказано: «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Как же познать истину? Как узнать, кто мы? Почему здесь, на этой планете, все так устроено? Как же понять, каковы истинные цели и смысл жизни? И самое главное, как их достичь? Что ж, ответы на все эти и многие другие вопросы даны. И даны они теми, кто знает, теми, кто не только познал истину в ее полноте, но и имеют право говорить и обучать этой истине. Право, полученное законным способом, а единственным законом для людей является Бог. Только Он устанавливает законы и определяет порядок существования всего Его творения. Таким образом, те существа, которым Бог Всемогущий поручил выполнять определенную работу по обучению и оказывать помощь в развитии жизнепотоком на этой планете, являются Его истинными представителями. И это вознесенные существа, известные также как вознесенные владыки или вознесенные учителя человечества. Среди них много известных имен, и в первую очередь, конечно, вознесенный владыка Иисус, вознесенный владыка Гаутама Будда, Господь Майтрея, Мать Мария, Гуанинь, вознесенный владыка Кришна, Шива, Санат Кумара, кто известен как Ветхий днями, вознесенный владыка Сен-Жермен, иерарх века Водолея, и многие другие. Но есть и такие вознесенные владыки, имена которых широкому кругу людей неизвестны. Не нужно удивляться, что рядом с именем Иисуса, к примеру, расположено имя Гаутамы Будды, потому что на небесах нет религий, и вознесенные владыки почитают живого истинного Бога в своих сердцах. Они не разделены религиями, а едины в пламя единства и составляют небесную иерархию существ света, служащих человечеству. Их сознание едино с сознанием Бога, и они полностью превзошли человеческое состояние сознания, основанное на эго. Они полностью преодолели дуальное сознание, пройдя земной путь и достигнув своего вознесения, завершив школу Земли. Итак, вознесенные владыки являются учителями человечества, назначенные ему Богом, и служат людям в этом качестве. И есть те люди, кто, увидев живой пример Иисуса, а затем у других вознесенных владык, пришли и сказали: «Мы хотим обрести свою победу так же, как обрели ее вы. Что нам для этого сделать?» И поскольку космический закон гласит: «Зов обязывает ответить», то вознесенные владыки ответили: «Что ж,
Первым шагом является принятие стези ученичества, которое возникает как отношение между учителем и учеником. Учитель принимает на себя обязанность вести ученика по пути роста и возвышения сознания, а ученик принимает на себя обязательство следовать за учителем по пути. И путь этот известен как путь тестов и посвящений. И тот же путь, которым шел и сам Иисус в той своей миссии 2500 лет назад, где его учителем, и об этом мало кто знает, был вознесенный владыка Господь Майтрея, проходят все современные ученики и в наше время. Вся иерархия света тогда осуществляла подготовку и поддержку миссии Иисуса. И как было тогда, так это происходит и сейчас. Вознесенные владыки, составляющие иерархию света, покровительствуют и оказывают поддержку современным духовным искателям, людям пути, ученикам на стезе. Ибо сказано, что мог сделать один, все могут сделать, и это известно как закон единого. Таким образом, все становится на свои места, когда мы начинаем понимать, что все проистекает из сознания. А значит, и все те проблемы, которые сегодня имеет человечество, по сути проистекают из сознания этого человечества. И значит, по-другому можно сказать, что само это человечество осаждает все те проблемы, с которыми потом и встречается, и изо всех сил старается их разрешить и преодолеть. Поэтому идея «давайте наведем маломальский порядок на планете, а затем уже развернемся к работе над собой, займемся духовным ростом». Эта идея является ложной, потому что, как вы теперь понимаете, никогда не удастся навести порядок из того состояния сознания, которое же и осаждает проблемы. Сначала нужно освободиться от этого сознания, обрести другое сознание, более высокое сознание, ибо сознание первично, и оно творит. И пример был явлен, то есть сознание Христа. Есть те, кто понял это, и, засучив рукава, начал подниматься в своем сознании, осуществлять свой бескомпромиссный рост, достигая того же сознания, что достиг и Иисус, сознания Христа. Для этих учеников по всей планете цель достичь единения с Богом через внутренний духовный процесс трансформации и роста под руководством вознесенных владык стала реальной, а не отдаленной перспективой. Они отринули идею своей греховной природы и признали себя сыновьями и дочерями Бога, так же, как это сделал и Иисус. Достижение сознания Христа стало для них реальной целью, а Иисус перестал быть для них идолом, но стал живым примером. Они пожелали войти с Ним в прямой, непосредственный контакт через сердце и узнать Его лично. Этот путь для каждого не был легким и охватил много воплощений. И вот теперь они пришли к своей вершине, когда они готовы были сказать так же, как и Иисус: «Я есмь живой Христос». Итак, люди пути Христобытия откликнулись на зов вознесенных владык, и все вместе собрались на горней вершине, в том числе и на горней вершине не только в духовном смысле, но даже и в физическом. Алтай — это горы. Для участия в конференции «Второе пришествие Христа» с 9 по 12 июня 2022 года. Это стало возвышенным и трепетным событием, когда в присутствии вознесенных владык и собратьев по стезе Христобытия каждый смог сказать: «Я есмь живой Христос, здесь и сейчас». И это были не просто слова, как многие слова, которые говорят люди. Это были, возможно, самые важные слова признания себя Христом и одновременно объявления себя Христом всему миру. Это слова, которые отразили внутреннюю суть каждого, его идентичность, и являлись сказанными не устами, но сердцем. Трудно поверить, что это грандиозное событие произошло, и что ты был его участником. Но это событие действительно состоялось. И отвечая на вопрос, который мы задали в самом начале этого видео, о том, что означает второе пришествие Христа и как оно произойдет, мы знаем ответ на этот вопрос. Оно уже произошло. И оно не произойдет через второе пришествие Иисуса, а оно происходит сейчас, через каждого из нас, тех, кто достиг своего сознания Христа и явил его миру. Все происходит не так, как видится людям. И второе пришествие Христа — это наказ Иисуса, кто был первым и проложил путь Христобытия каждому из нас. Сделайте то же самое, что сделал я, и таким образом через каждого из вас и произойдет второе пришествие Христа.
Когда Иисус исполнил свою миссию, Он сказал: «И когда вознесусь, всех привлеку к себе». И Иисус вместе со своими вознесенными братьями на протяжении свыше 2000 лет продолжал работать с каждым жизнепотоком на земле, помогая возвышать сознание и осуществлять рост из воплощения в воплощение. И наиболее продвинутая часть из них составляет круг из 10 тысяч человек, кто готов быть живым Христом сейчас, в наше время. Они являются частью Его миссии, известной как миссия Иисуса. И это имеет глубокий внутренний смысл. Иоанн Креститель был предтечей, и в свою очередь Иисус является предтечей рождения многих Христов на этой планете, которые, работая все вместе друг с другом и с вознесенными владыками, смогут создать иной мир, иную жизнь на этой планете. Здесь, на Алтае, в России, эта миссия Иисуса явлена, и первые 50 человек из 10 тысяч по всему миру являются живыми свидетелями Его победы. В завершении этого повествования хочется сказать: пусть пример этих людей, кто много работая над собой, достиг сознания Христа и объявил об этом во всеуслышание, станет примером для всех людей по всему миру, кто готов к этому. Пусть они знают, что время пришло, и что время Христа на планете Земля через исполнение миссии Иисуса Христа наступило. Это означает, что с этого момента на планете начинается новый отсчет времени, затрагивающий саму основу жизни из-за изменений, которые связаны с выходом на сцену жизни Христов. И это очень похоже на то, как все изменилось после того, как пришел Иисус, и своим приходом повлиял на ход течения жизни на планете Земля, кардинально изменив ее. И наш прямой призыв к первым 10% наиболее продвинутых жизнепотоков и к участникам миссии Иисуса на этой планете: пробудитесь и пройдите путь христобытия под руководством вознесенных владык. Достигните сознания Христа и явите это сознание миру, дав Иисусу одержать окончательную победу, которую Он заложил тогда, в своем последнем воплощении 2000 лет назад. Тем более, что сейчас идти по пути стало возможным в миру. То есть проходить путь можно там, где вы живете, не оставляя мир, как это было раньше на протяжении веков. Станьте Христом живым и помните закон единого: что смог сделать один, смогут сделать все.